Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу представить одну из самых надежных и доступных бюджетных кофемашин. Модель называется DeLonghi ECAM. Полное название ее 22.100 Black с буковкой B. Есть также точно такая же машинка 22.114 DeLonghi. Еще ее называют Magnifica S модельку. Отличие от 114 модели в том, что вот это вот капучинатор 114 из нержавейки, или он хромом покрытый, но он такой вот блестящий, вот как здесь. Здесь же он просто черный. Больше разницы нету. Цена в некоторых магазинах на обе модели одинаковая, в некоторых отличается. Например, в М-Видео 25 тысяч стоит и 22.110 и 22.114, а в DNS 22.114 из-за того, что вот эта вот штучка покрыта блестящим материалом, стоит уже на 3000 дороже. Данная модель на российском рынке продается уже минимум как 5 лет. Делается на заводах в Румынии и в Италии. Мне достался итальянский экземпляр, но отличия в них нет. Просто румынский завод, он недавно построен, он более новый. Здесь все очень просто. Кофе засыпается сверху. Вот здесь вот. Сюда можно молотый кофе добавлять. Есть такая функция. Диспенсер можно опустить вниз. Под любые кружки. Вниз, вверх подстроить. Бак для воды находится справа. И также съемный заварочный блок. Из плюсов этой машины она действительно очень надежная. Мне на нее дали гарантию по чеку 3 года от магазина. Производитель на некоторые модели, когда она только начинала появляться в продаже, давали 5 лет, прямо на коробках так было написано. То есть это действительно надежная машина с запатентованным заварочным блоком, у которых здесь вот внутри нет никаких всяких трубочек пластиковых. Кофе поступает сразу через кофемолку в заварочный блок. Когда меня спрашивали, какую вы кофемашину рекомендуете, я всем рекомендовал DeLonghi. И в принципе, если денег не так уж и много, она ничуть не хуже, чем современные дорогие кофемашины. Просто здесь нет индикации, которая пишет вам, что она делает в данный момент. Допустим, там идет приготовление кофе. И также нет автоматического капучинатора. Минусы, конечно, для тех, кто любит пить кофе с молоком, что нет автоматического капучинатора, что надо молоко взбивать здесь вручную с помощью пара. Ну и плюс в то же время, после каждого приготовления кофе с молоком, автоматический капучинатор, это, как правило, либо сосуд, либо трубочная система, надо промывать. Здесь же промывать надо только вот этот вот носик, что намного проще. Молоко взбивать несложно, к сожалению, у меня молока, друзья, нету, я люблю черный кофе, но взбивается он очень просто. Вы включаете кофемашину вот этой вот кнопочкой в режим пара, она мигает, через секунд 20 перестает, начинает поступать пар, открываете кранчик и молоко где-то 1/3 кружки наливаете, и вот под таким вот углом держите несколько секунд, пока пар не кончится, он быстро выходит, и молоко очень быстро взбивается высокой пенкой, которую можно либо добавлять в кофе, либо можно сразу кофе наливать в кружку. Когда будете взбивать молоко, держите кружку немножко под углом, когда вы взбиваете, как бы образовывалась воронка. Оно быстрее собьется, и в принципе так положено именно взбивать молоко. Теперь давайте покажу вам, как работает данная кофемашина. Просто ставите кружку под молоко. Вот эта вот кнопка делает эспрессо, это американо. Настраивается, сколько воды вам наливать в кружку. Настраивайте только один раз. Я, например, себе настроил вот американо на эту кружечку. То есть, когда первый раз вы включили, Давайте сейчас включим машинку, послушаем, как она работает. Вот она сейчас нагреется. Сейчас она произведет промывку. Перед включением, когда вы включаете, она тоже себя промывает, чтобы вам ее по минимуму было обслуживать.
Вот, машинка произвела промывку. Вот это вот подогрев кружек якобы. Работает он от того, что когда заварочный блок нагревается, он тоже начинает греться, вот эта панелька. Это не принудительный подогрев, а за счет заварочного блока подогревается. Я ее не использую. Я вот когда включаю кофемашину, тут кипяток промывочный выливается в кружку, я его сливаю, а кружка уже горячая. Вот, слили кружку, подставили. Можно, конечно, кружку не ставить, все будет сливаться в поддон, потом надо будет вам поддон выливать. Но я делаю так. И нажимаете. Вот, произошел помол кофе. И сейчас будет наливать воду. Изначально она где-то вот по этот уровень у меня наливала полкружки. Но когда вот так вот держите, вы можете просто кнопку не отпускать, держать долго. Потом замигает кнопочка, будет наливаться бесконечно в кружку воды. И когда вам будет довольно этой воды, нажмете выключить. У меня уже настроено. Сейчас сделает очень вкусный кофе американо. Запах, конечно, обалденный. Кофе у меня Лаваца я покупаю. Мне очень нравится вкусный кофе. Вот на такое количество воды у меня настроено налив. Это кружечка маленькая, это вот не такая вот большая, это я для молока использую. А это вот именно у меня под американо. Для эспрессо у меня есть маленькая чашечка. Вот такая вот у меня чашечка, друзья, эспрессо наливать. Причем она наливала раньше эспрессо 30 грамм, я тоже сделал, чтобы хотя бы на эту чашку, потому что даже когда вот сейчас вот давайте выключим машинку, она на промывку воды потратит больше, чем бы кофе налила. Вот, промывает диспенсер от кофейных масел. И за счет этого эту машину не надо никогда чистить от кофейных масел, она самоочищаемая, что тоже огромный плюс. Ну и все это. Чашку вылили, поставили наверх, у меня вот здесь вот чашки хранятся, и можно пользоваться. По поводу обслуживания машинки после того, как вы приготовили кофе, в конце дня, именно в конце дня, когда вы уже больше не будете готовить, чтобы это кофе не заплесневело, вы выдвигаете поддон. Я держу кружку для промывки, поэтому поддон у меня всегда чистый. Можно опять же воду в него сливать. Тогда его придется вам промывать, это ваше решение, как вы хотите делать. Вот, выдвинули. Здесь вот этот вот контейнер для жмыха. Там вот такая вот таблетка образуется. Просто выкинули ее, под краном сполоснули, прям секунд несколько, он становится чистый, и назад поставили. Вот и все ухаживание за этой кофемашиной. Еще иногда кофе надо добавлять, не забывать. Больше ничего делать, в общем-то, и не надо. По настройкам, друзья, самые важные настройки — это вот помол. Я пришел к такому выводу, что помол лучше всего поставить здесь на цифру 3. На заводе идет на пятерке выставлен помол. Пятерка для меня, кажется, это крупный помол. Больше, чем 5 не используйте, то есть 7 это вообще крупный будет очень. 5 крупный, 3,5 где-то 4 средний и 2,5, 3 это мелкий помол, ну двоечка мелкий. Ниже двойки тоже не ставь, просто кофемолка забьется зерном тогда мелким. Здесь 13 степеней помола вообще. Помол можно регулировать, это важно только в момент, когда работает кофемолка. Ножи здесь металлические, надежные. В принципе, сломаться не должны, даже если вы помол начнете менять, когда кофемолка не работает. Но в инструкции написано, что это делать надо при работающей кофемолке. Я вам советую именно так делать. Еще из настроек. Температура настраивается, она по умолчанию стоит на двоечке. И я вам ее рекомендую на двоечке и ставить. Это делается вот так вот. Держите вот эту вот кнопочку. Вот у вас загорелось уровень температуры. Первый, второй уровень, третий. Он уже горячеват, мне кажется. И четвертый самый горячий. И также этой кнопкой регулируется, какой вы хотите температуру. Вот у меня на двоечке. А запомнить вот этой вот кнопкой, какая у вас стоит температура. И также, если у вас мягкая вода, друзья, когда вы покупаете машину,
эта кофемашина настроена на самую жесткую воду, чтобы вы чаще использовали средства для декальцинации. А средство, конечно же, рекомендуется от компании DeLonghi, хотя это можно заменить лимонной кислотой, но тем не менее производителю это выгодно. Так вот, если вы, как я, например, живете в Санкт-Петербурге, а вода у нас вообще белого налета нигде не оставляет ни на чайнике, ни на стиралке, только ржавчина, если фильтры не использовать. Без фильтра ржавая будет, но накипи нету. Когда кофемашина включена в розетку, но как бы выключена здесь все, кнопка вот эта вот, она не включена, вы нажимаете вот эту вот клавишу и держите ее несколько секунд. Вот. Раз, два, три, четыре. Вот. И загорелась вот у вас эко. Это самая мягкая вода. Все делается вот этой вот кнопкой. Вот это пожестче, это самая жесткая вода. Вот в таком вот виде она продается. Вот вы оставляете на самой мягкой, если у вас вода мягкая, или если вы пользуетесь хорошим фильтром. И вот этой вот кнопочкой запоминаете. Машина будет считать, что вода у вас мягкая, и будет меньше вас тревожить с промывкой. Так что, друзья, по поводу установки жесткости воды, если у вас вода мягкая, чтобы вам кофемашина каждый раз не просила лишний раз сделать ее промывку, а промывка это достаточно долгий процесс, начнет гореть вот эта вот кнопочка, датчика, конечно же, внутри кофемашины никакой нету, которая определяет, какова накипь, она просто считает количество кружек. Например, если у вас самый жесткий помол стоит, то там через каждые 100 кружек заставит вас промывать. Если помол мягкий самый стоит, то может быть через 1000 кружек раз. Но я примерно говорю, я не знаю этих значений, этого никто не знает и никому этого не расскажут. Но это вот именно так работает, через определенное число, либо количество кружек, либо литров воды, которые кофемашина через себя проливает. Тут тоже счетчик есть литров воды, это при сервисном обслуживании, и сколько кружек она кофе сделала. Это все, когда на сервис вы несете машинку, если что-то с ней случилось, это все можно посмотреть на самом деле. И датчик вот с этого берет параметры. Так что самые главные настройки при покупке: жесткость воды, помол. Ну где-то недельки-две попользуйтесь, потом помол настройте где-то на 3, 3,5. И температура мне нравится на 2 стадии. Потому что на 3, ну может быть, кофе чуть лучше будет завариваться, но меня устраивает качество заварки. При этом пить будет его уже некомфортно. Надо чашку ставить и ждать, когда она остынет. По поводу контейнера для воды, друзья. Здесь он сбоку. Вы можете вот так вот выдвинуть. Наливать вот сюда вот. Здесь есть 2 риски. Ну, как бы, не знаю, зачем первая, но обычно вот это, как вам сказать, это как бы минимум и максимум. На самом деле, вот максимум риска вверху, а минимума как такового нету. Минимум тут, ну, просто вот рекомендуется между этих рисок воду наливать, чтобы вам как-то ориентироваться, чтобы не перелить ее. Можно как сверху. Сейчас я вот, кстати, когда вы открываете поддон, лоток для чистки, здесь вот видите, что выдвинут лоток, сейчас горит. Вот, задвинули, кнопочка погасла. Вот, горит, что у вас лоток с водой выдвинут. А когда эти кнопочки моргают, это значит, вода в лотке просто закончилась, ее надо долить. Соответственно, если будет моргать, вот когда выдвинут поддон, если она будет мигать, значит, пора его просто очистить. По поводу очистки поддона, друзья. Здесь тоже нет датчика, скорее всего, который следит за тем, что поддон переполнен. Опять же, через определенное количество кружек он просит его очистить. Вы его можете обмануть, но потом у вас может случиться трабл, все забиться кофе. Делать этого не надо. А лучше каждый вечер просто очищайте поддон. Вот я его просто сполоснул, он чистенький. Вот лоток. Вот это вот, видите, такая штучка есть, которая втыкается. Это датчик включает того, что лоток стоит на месте. Эту штуку вот не отломайте ни в коем случае. У самого лотка для воды есть поплавочек красненький. Когда в нем накапливается вода, он всплывает. Но если это кто кружку не любит подставлять, сразу сюда вода смывается, то он всплывает. Также вот этот вот очень блестящий, вот такой же, как эта рукоятка, поддончик. И он вот по всем отзывам прям царапается моментально. Поэтому у меня еще вот не снята пленка заводская. Кофемашина у меня месяца 2 уже, но пленку я пока не снимал.
Она, в принципе, никакой функции не несет. Ну, пока пусть так будет. Это мое решение, вы можете сразу ее отодрать. Он будет блестящим. Для того, чтобы изготовить заварное кофе, сюда есть мерная ложечка. Друзья, больше, чем эта ложка, кофе сыпать ни в коем случае нельзя. При этом, когда вы сыпете заварное кофе, просто уже молотое имеется в виду, вы обязательно машинку включаете. Только после того, как машинку включили, вот эту рукоятку, которая отвечает за крепость кофе, переводите в положение, где нарисована ложка. Видите? Вот. Не минимальное значение, а именно ложечка. И потом включаете, и тогда кофемолка не включится, а приготовится заварное кофе. Вообще заварное кофе в кофемашины не рекомендуют делать. Во-первых, если вы мимо насыпете, вы можете забить кофемашину, потом понесете в сервис, чтобы ее разбирать и чистить. Если больше пересыпете, тоже будет плохо. При этом, когда кофемолка сама мелит кофе, она знает, сколько граммовку, выверяет, чтобы таблетку она могла сделать, вот которую вы видели, жмых. Потому что если пересыпете, она может просто и не пробить эту таблетку, и очень большой ее сделать, и поломать заварочный блок. С этим аккуратней. Рекомендую все-таки только в зернах кофе пить. Это на крайний случай. Прям вот если очень захотелось, кто-то вам подарил кофе, то мерной ложечкой, без горки насыпаете вот в это отверстие, когда кофемашина включена, и вот здесь вот ставите на ложку. По поводу крепости кофе. Крепость кофе, ну, как несложно догадаться, зависит от того, сколько кофе вы смелите в одну чашку. Вот это вот минимум где-то 7 грамм, максимум примерно 14 грамм. Здесь вверху где-то 10-11 грамм, соответственно, получается. У меня выставлено вот в такое вот значение. Видите, где как бы зернышки уже крупнее идут нарисованы. Я полагаю, это грамм 12 где-то. Но можно и на максимум, кто любит крепкий кофе, это вы на свой вкус, друзья. В основном большинство включает сразу на максимум, но мне кажется, оно горьковатым. Я вот люблю вот именно вот в таком положении. Теперь, друзья, по поводу лотка для воды. Здесь также есть поплавочек, который следит, что вода в лотке есть. Когда уровень воды станет ниже поплавка, кофемашина поймет, что ей недостаточно воды для приготовления даже одной чашки кофе. И вот эта кофемашина, в отличие от многих, кстати, не портит кофе, не сделает вам полкружки, а потом напишет «нет воды, долейте воды». Она сразу напишет, что не хватает воды, и вам ее надо будет долить. Но это можно понять о нехватке воды, также когда вы кофемашину выключили, а промывку она уже не делает, это значит, воды в ней не осталось даже на промывку. Сюда также можно купить фирменный фильтр, вот сюда вот вставить внутрь. Но я предпочитаю обычный хороший домашний фильтр использовать. Лоток моется, можно как через вот это вот отверстие воду выливать, также можно полностью снять. Все очень просто, друзья, снимается. Вот так вот крышка снимается. Вот. И у вас есть полный доступ, чтобы помыть этот лоточек хорошо, только не горячей водой, иначе вы испортите поплавок. Все надо мыть в кофемашине либо холодной водой, либо теплой. Немного теплой. Горячей не. После того, как вы сняли лоточек для воды, вы можете снять заварочный блок, чтобы сделать его промывку. Промывать его надо в зависимости от того, как часто вы пьете кофе. Я пью 1-2 кружки в день. Я, в принципе, чищу, мою его где-то раз в месяц. Я вам честно скажу, это, наверное, редко, но вот нормально. Сейчас как раз прошел месяц, давайте посмотрим, как он выглядит. Здесь вот есть специальная дверка. Здесь вот нарисована на дверке такая стрелочка. И вот для пальца сделано подцепить. То есть вот так вот открываете. И вот сама часть съемная заварочного блока. Нажимаете на 2 красных шпингалета и снимаете заварочный блок. И давайте я сейчас его сниму, потому что я, к сожалению, никак не могу этот фотоаппарат приспособить. Мне приходится его в одной руке держать. И покажу, что с ним случилось за 1 месяц. И вот так вот, друзья, выглядит заварочный блок. Он практически чистый. Видите, что значит кофемашина сама себя промывает. Пью я немного, это вот через целый месяц.
Вы опускаете его под воду и просто промываете под водой. Вот открываете воду и вот так вот моете от кофе. И все. Высушиваете и ставите назад. Делов-то вообще никаких кофе вот реально нету. То есть вполне нормально вот раз в месяц, если вы кофе пьете редко. Не переживайте. Вот этот вот механизм, который делает таблетку тоже под водой, вот так вот поделаете. Ну, сейчас я его промою уже не на камеру, чуть-чуть получше, и вернусь к продолжению съемки. Ну, также, друзья, вот я сейчас посвечу фонариком, покажу вам, что внутри там, в общем-то, все чисто. Вот в первый раз было так же, то есть я второй раз его чищу. Кофе тут вообще, друзья, никуда не высыпается. DeLonghi заявляет, что данный заварочный блок не требует никакой смазки дополнительной и обслуживания. Хотя он, конечно, разбирается, обслуживается, смазывается, меняются уплотнительные кольца. Но это, друзья, будет не скоро. Где-то через, даже не через год, может быть через 2-3 года это произойдет, когда вы, возможно, захотите его обслужить. Так что блок сделан действительно очень достойно, друзья. По поводу отличия, кстати, вот такое вот есть в сборке венгерское и итальянское. Может, просто так совпало, друзья, не знаю. Но вот на венгерской сборке вот здесь вот прозрачная крышка, и видно, что у вас зерна есть или нет. А на итальянской зерна непрозрачная, она пластиковая и закрыта. Ну, с другой стороны, всегда можно посмотреть, сколько у вас зерен внутри. И якобы считается, что свет кофе вредит. Хотя темное стекло, наверное, не так сильно вредит. Но если стоит у вас на солнце, то, наверное, лучше, да, вообще полностью непрозрачный. Тут обратите внимание, я бы хотел, чтобы крышка была все-таки немного прозрачной, чтобы было видно, сколько кофе. Это было бы еще интереснее, еще круче. Вот. Лично мне кажется, что этот аппарат практически идеален. Ну, конечно, если бы здесь вместо символов дисплей бы еще писал, что вы делаете, не надо бы было запоминать инструкцию, как жесткость воды настроить, как температуру прибавить, все бы было написано. Было бы, наверное, лучше, но это дополнительные деньги, а вот за 20-30 тысяч рублей, смотря где вы его будете покупать, машинка идеальная, обслуживание, как вы видите, минимум. Даже заварочный блок можете действительно, ну, если вы очень мало пьете кофе, раз в 3-4 месяца чистить. Он прям чистый. Только доливаете воду сюда и засыпаете кофе. Все. Еще вот этот вот лоток выдвинули. Жмых собрали. На огород, если он вам нужен. Или там еще куда-нибудь. Назад вставили в конце дня. Вот и все обслуживание. И пейте вкусный кофе. И, друзья, если вы решитесь вот купить такую кофемашину, и вам очень лень читать инструкцию, то она уже идет в сборке. Все лотки вставлены, все, в принципе, готово к работе. Включаете в розетку, она включается. Единственное, друзья, проверьте, чтобы внутри тут вот ничего не лежало, никаких этикеток, чтобы кофемолку не испортить, когда кофе будете насыпать, но это вы увидите, я думаю. И при самом первом включении вы поворачиваете вот этот вот кранчик, когда уже включили вот этой вот кнопкой, написано будет, надо заполнить гидросистему, вы кранчик поворачиваете, машина работает, потом система заполнена, загораются чашки, кранчик закрываете, и на этом все. Это вот только во время первого включения. А так, уже когда вы включите машину, когда вы ее включаете, вы сможете с помощью этого кранчика не только пар, но и просто горячую воду давать, чтобы долить в чашку с кофе горячей воды. Я вам покажу, как это делается. Либо просто даже чай заварить. Также, друзья, еще из не очень таких важных настроек, но тем не менее вы их должны знать. Есть настройка как экономичный режим эко. Настраивается он вот этой вот клавишей. Все делается, естественно, когда машинка включена в сеть, я вам уже говорил, но в выключенном состоянии как бы находится, в режиме ожидания. Держите вот эту вот кнопочку несколько секунд. Вот тут вот загорелось эко, это значит, что режим включен. Сейчас вот он начал мигать, значит он выключен. Сейчас он включен. Подтверждаете режим всегда вот этой вот средней кнопкой. И еще одна настройка, это через сколько автоматически ваша кофемашина будет выключаться. Это вот где две кружки. Держите вот эту вот кнопку.
Вот, у меня загорелась первый огонечек. Здесь их 4, напоминаю. Это значит, будет выключаться через 15 минут, если ничего с ней не делать. Это через, по-моему, полчаса. Это через час. Это через 2 часа. И вот это вот через 3 часа. Видите, здесь еще одна кнопочка загорается, дополнительная. У меня стоит на 15 минут. Ну, потому что я пью кофе в семье, как правило, один или с женой вместе с утра. Мы просто сделали кофе и выключили. Мне вообще эта функция не нужна. Вот. Но если вы находитесь в офисе, наверное, есть смысл сделать максимально на 3 часа, чтобы она все время была в рабочем состоянии, чтобы не выключалась лишний раз, не делала промывку, там уже совсем другой режим использования. Для дома не знаю. Мне нравится минимальный срок 15 минут. Но не забывайте, когда машина будет выключаться, она делает промывку, и либо у вас поддон воду нальет, либо кружку, если она здесь у вас подставлена. Это учитывайте. Кофемашина внешне очень симпатичная. Мне она понравилась. Ну, итальянские дизайны всегда делали красивые машинки. Место занимает не очень много, узкое. Опять же, контейнер с водой выдвигается. Если у вас что-то сверху будет, то можно выдвигать, наливать воду. Тоже удобно. Можно в какую-то нишу ее поставить. Весит машинка 9 килограмм. Лучше ехать за ней на автомобиле. Или чтобы ее мужчина домой нес. Девушке будет, наверное, тяжеловато. Ну, считайте 10 килограмм вместе с коробкой будет. Так, вот так вот у меня стоит. Это кружка для молока. Это ежедневная кружка для американо. Это 2 кружки у меня для эспрессо, для маленького кофе. Также я вам обещал показать, как можно просто налить кипятка из этой машинки. Это не вместо чайника ее, конечно, использовать, но если вот у меня сейчас термопот на кухне, он очень долго закипает. И вот прям если очень срочно нужна чистая горячая вода, можно ее налить из кофемашины. То есть включаете кофемашину. Сейчас она нагреется по-быстрому. Сделает промывку опять. Вот, сейчас она промоет, перейдет в режим готовности. Вот, и если вам срочно надо воды, просто поверните этот рычажок, поворачивается он хорошо. Я где-то видел на обзоре, что он якобы туго поворачивается, ничего подобного. Может, сборка, конечно, лучше, там дефект какой-то был у человека. Вот, повернули. Все, полилась водичка, вот, из капучинатора. Закрыли. Вот. То есть надо, пожалуйста, долили воды. То есть не только как пар работает, но и как подача горячей воды. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Если какие-то вопросы, задавайте. Молоко, к сожалению, не покажу, как взбивал. Ну, вроде как объяснил. Ничего сложного нету. Быстро разберетесь. Рекомендую. Причем мне ее посоветовал мой хороший друг. Он работает кофейным мастером именно по ремонту разных кофемашин. Он сказал, возьми вот эту вот модель. Надежная, простая и хорошая. Все на этом. Всем пока.